Сегодня программа «Деревня Перезагрузка» добралась до поселка Рудни. Слобода Успенская, основанная в 1699 году. Его часто называют Волгоградской Швейцарией. Называют Волгоградской Швейцарией. Называют Волгоградской Швейцарией. Серега, вставай, замерзнешь же ведь. Я в Швейцарии! Да какой ты Швейцарии? Какого хера? Твою мать! Всем привет из сказочного края, лучшего места для счастливой жизни. И сегодняшний выпуск социалки будет посвящен, как обычно, прогрессу и развитию. Дело в том, что процветание поселка заметно не только местным жителям, но и государственным СМИ, которые в промежутках между восхвалениями работы чинуш приезжают в этот райский уголок, чтобы объяснить в очередной раз жителям, за что они платят налоги. Старинные здания продолжают жить, получая второе, а то и третье дыхание. Каменные дома купцов Баланиных, Архиповых. До сих пор сохранился дом купцов Арзамасцевых. В доме купца Архипова два каменных дома купцов Арзамасцевых. В доме купца Баландина храм Архангела Михаила. Так как материал для позитивного сюжета трудно насосать даже из пальца, то основное время очередного ролика сводится к рассказам о древних постройках. Тут ключевым моментом для понимания того, как в селе проводится политика культурного наследия, является выражение «здание хорошо сохранилось». Понимаете, не сохранили, а сохранилось, чудом. Полуразвалилось, но снять что-то можно. Повезло зданию пенсионного фонда, в отличие от пенсионеров, которые выступили спонсорами реставрации, ну и музею. Ну а так как купцы, построившие свои дома, оказались последними людьми, создавшими в селухе что-то стоящее, то больше показать в принципе и нечего. Здравствуйте, мы ведем прямой репортаж из Щелканской школы. Обратите внимание, в каком состоянии данная лестница. Я просто в шоке. Эта лестница действительно предназначена для того, чтобы наши школьники спускались в никуда. Здравствуйте! Дом Арзамасцевых находится по трассе ниже 2 километра. Уникальное историческое сооружение. Добрый день! Мы находимся на территории сельской поликлиники. Обратите внимание, как обустроен туалет для пациентов. Никакого комфорта, никакого благоустройства. Ничего этого нету здесь. Дом Арзамасцева находится буквально в 200 метрах по трассе. Чуть-чуть проехав, завернув за угол, мы увидим уникальный... Добрый день! За моей спиной находится дореволюционная постройка. Обратите внимание, как наше государство относится к исторической принадлежности. Дом Арзамасцева. Добрый день, уважаемые селяне! За моей спиной уникальная постройка, жемчужина нашего поселка, дом купца Арзамасцевых. Посмотрите на этот архитектурный шедевр. Именно из-за этого стоит приехать в наш родной поселок. Ну а остальное... Да и хер с ним с остальным! Из достижений современности – ремонт современника. Глядя на этот шедевр, ловишь себя на мысли о том, как мудро управленцы расставляют приоритеты. За 20 мультов на ДК положили гипсокартон, в то время как на центральную больницу положили хрен. Оно в принципе и понятно. Больные люди налогов не несут, а здоровым нужна не больница, а кино про светлое будущее. Тему швейцарских школ, детсадов, больниц и поликлиник мы пытались раскрыть в предыдущих выпусках. Глобальных изменений в этих сферах не произошло, но хочу отметить положительные сдвиги. После выхода нашего обзора школы закопали позорные уличные сортиры. У средней же школы появилась крыша, а на территории детского сада мы больше не видим аварийного здания. Это ли не чудо? Только общественный резонанс расшевелит начальничков, которые десятилетиями занимают свои места. Поэтому снимайте все, жалуйтесь. Кроме вас это больше никому не нужно. Швейцарские дороги. Подход к их обустройству и содержанию прост. Нет дорог – нет проблем. За 320 лет в маленьком поселке твердым покрытием обзавелись только 18 улиц из 50. Остальные же представляют собой притоптанную землю. Транспортный налог и топливные акцизы за езду по целине. Как вам такой бизнес-план? Швейцария, не волгоградская, а швейцарская, является страной, занимающей первое место в мире по уровню очистки сточных вод.
Европейцы вкладывают серьезные деньги в различные очистные сооружения, перерабатывают отходы жизнедеятельности, заботясь об экологии того места, где они живут. Глупые швейцарцы, подумали жители Рудни, мы будем выливать свое дерьмо прямо в лес. Мы находимся за Рудней, в 600 метрах от крайнего жилого дома. Руднянам очень повезло, у них есть сосновый лес. Да только лесу не повезло, у него есть рудняне. Прямо на опушке хозяйственные жители оборудовали с применением высочайших технологий место для сброса канализационных стоков. Технология, как и все гениальное, проста. Трактор разравнивает землю, затем все. I follow you into the park, through the jungle, through the dark. God, I never loved one like you. Boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. I'll be here everywhere with you. We laugh until we think we'll die, barefoot on a summer night. Nothing new is sweeter than with you. Канализацию со всего села сливают в кусты. Рядом же идет сброс стоков с пивзавода в так называемые пруды, обустройство которых также не обошлось без вмешательства точных наук. Во времена Советского Союза, когда воровали не до конца, здесь присутствовали какие-то очистные конструкции в виде железобетонных емкостей. В эпоху стабильности и оптимизации эти сооружения упразднили, возложив функции очистки на землю-матушку. Бизнес. Зловонные озера со всевозможными химическими элементами впитываются в грунт. Для меня всегда оставалось загадкой, зачем делать урну, если вы не собираетесь ее вывозить. Местные дегроиды сразу устроят из нее помойку. Очень символично, что на расстоянии 160 метров располагается священный родник Ольховый, предмет гордости местных жителей. Я думаю, что на этой табличке, ввиду близости сброса нечистот, должен быть слоган типа «Сырем, где пьем». А учитывая, что вода из родника может использоваться для приготовления пищи, то девиз «Сым, где едим» тоже подойдет. Вода тут, кстати, неплохая. Вроде бы, наверное. Земля пока справляется, фильтрует, но это не точно. Эксперименты над лесом не заканчиваются прудами с парашей. Сосновый бор выступает в роли большого мусорного бака для части населения, обделенной интеллектом. Упаковки от пищи, бутылки, строительный мусор являются неотъемлемой частью лесного пейзажа. Лес завален упавшими сухими деревьями, повышающими уровень пожароопасности и служащими инкубатором для короедов и других вредителей. Местный лесхоз, несмотря на отсутствие финансирования, к моему удивлению не сдается и борется с гнилыми палками. Вообще, природа Волгоградской Швейцарии процветает лишь в тех уголках, куда рудняне в силу удаленности либо отсутствия подъезда автомобилей добраться не могут. В тех же местах, куда регулярно ступает нога селянина, поверхность земли щедро сдабривается бутылками, бумажками и салфетками. Жители везде пытаются воссоздать привычную для них среду обитания – помойку. В общем, вот такую сколотили Швейцарию в Волгоградской области. Свою, с блэкджеком и стоками. Мы, как всегда, показали картину сельской жизни такой, какая она и есть. В отличие от залетных корреспондентов, у нас не стояла задача выслужиться перед начальством, и поэтому розовых облаков в нашем репортаже вы не увидите. Как не увидят жители нормального водопровода, отопления, канализации, медицины, образования и дорог. Ну а перед нами все это предстает как непаханное поле контента. Всем пока! Будет настроение, еще что-нибудь поснимаем. С наступающим годом быка! Хотя в нашем болоте это очередной год сурка.